Подпишись. Всем привет, мои любимые сладкие булочки. Всем привет! Вы на канале LeetGame. С вами мы сегодня познакомимся с новой игрой VK Play. Называется «Медовый погребок». Это демо-версия. Один из, скажем, разработчиков данной игры связались со мной в ВК в моей группе LeetGame. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И попросили ее пройти. Поэтому для вас сегодня эксклюзив. Мы будем проходить эту игру. И немножко о ней я хочу вам рассказать. Это визуальная новелла от проекта «Аномальная зона». Тут вы попадаете в яркий мир Фурии Роги, если я правильно называю, и фэнтези, который скрывает множество тайн, в раскрытии которых нам помогут привлекательные персонажи, готовые с энтузиазмом провести экскурсию по загадочному острову Келлерариум. Значит, вот такая какая-то новелла. Я много наслышана о таких играх, но никогда в них не играла. Но сегодня мы с вами познакомимся, посмотрим, насколько она интересная, насколько, может быть, даже мне будет интересно подобные прохождения. Вот, ну что, давайте начнем. Здесь, значит, что у нас есть? Медовый погребок, что это значит? Раздел находится в разработке еще пока что. Есть загрузить, настроить. Настроить, наверное, тут музыка, фон, оконный режим, авторы. Ну вот авторы, галерея есть. Давайте начнем. Так, никогда не знаешь, в какой момент твоя жизнь сделает неожиданный поворот. Когда путь сменится на ту колею, о которой ты раньше не задумывался. Тому причиной может послужить что угодно. Увольнение с работы, автомобильная катастрофа, художественное произведение, которое вдруг заставит переосмыслить некоторые ценности, которые раньше казались истинно верными. Новая песня любимой группы, которая вдохновит на идеи, что давно созревала в подсознании. Или, как в романтических фильмах, любовь с первого взгляда. Мы движемся вперед, каждый, кажется, по уже продуманной, предельно понятной дороге. Но на самом деле свернуть нас может заставить любая мелочь. Тот момент, когда меньше всего этого ждешь. Мутное иллюминаторное окно, за которым раскинулась синева Атлантического океана. Водная гладь уходит к горизонту. И там вдалеке сплетается с голубым небом. А небо устремится обратно, пролетая уже над моей головой. Невольно создается впечатление, что заперт в куполе. Нижняя часть океана, верхний небосвод, соединенные сварочным швом горизонта. Тян-шлюха. В какой-то степени все так и было в плане купола. Не физически, конечно, а скорее мысленно. Я был заперт в клетке повседневности. Рутинная работа день за днем и не менее рутинный досуг. Настолько, что в определенный момент даже аниме смотреть стало влом. Целый подвиг заставить себя включить первую серию нового тайтла. Аналогично дело обстояло и с играми. Я просто перестал покупать новинки и каждый вечер запускал одну и ту же сессионку. Устаревшая графика, сюжет где-то за кадром в комиссионках и коллекционных карточках, которые никогда не прочитаю. Отточенные механические движения. Мысленную деятельность запускать не обязательно. Для победы хватает спинного мозга. Большую часть свободного времени, наверное, занимали именно эти 15-минутные катки. Из раза в раз повторяющиеся 15-минутные циклы, существующие в рамках 24-часового цикла будних дней, а тот, в свою очередь, в цикле недельном, в расписании которого добавлялись алкогольные вечера по субботам. Бытие шло своим чередом.
Прожитые дни ничем не отличались один от другого. В конечном итоге смешались в однородную вязкую массу серого цвета. Субстанцию, что существовала физически, но по сути была ничем. Безмятежность морального плена нарушило неожиданное письмо. Широкий плотный конверт со штампом другого государства. Местом отправки назначится остров Кельрариум. Никогда о таком не слышал. Не меньшим потрясением стало содержание уведомления о наследстве. С прискорбным сообщаем о кончине П.С. Молотовой и еще несколько абзацев официоза. Ближе к делу. Моему племяннику Казимару Молотову оставляю фамильное поместье и все связанное с ним имущество. Земля, мебель, картина, ну и прочий хлам. Хотел бы я сказать, что новость о смерти тети пробудила во мне скорбь, но, увы, я, собственно, не помнил ее особенно. Знаю, что когда-то гостил 1 или 2 летних сезона. Но было это в таком раннем детстве, что все воспоминания об этих событиях безвозвратно утеряны. Пожалуй, единственным отголоском в глубине сознания был мутный и едва ли достоверный образ зеленого луга. Как мило выглядит. Светит яркое солнце, а меня игриво бодает еще совсем маленький теленок или телочка. Маленькая по коровьим меркам, но на деле же она была выше меня тогдашнего. Еще имя у нее было такое забавное – Мафуя вроде. В реалистичности этого воспоминания заставляет усомниться то, что Мафуя еще и кувыркалась, прыгала, облизывала мне лицо и даже ложилась спать ко мне в кровать. Думается мне, что тогда на самом деле была собака, а не корова. Скорее всего, судя по ее поведению. Зачем моему мозгу понадобилось подменить собачку на корову? Сложно представить. Однако сейчас есть еще вещи поважнее психоанализа. К извещению также прилагалось личное приглашение на посещение, подписанное администрацией острова. Вот это меня уже не на шутку встревожило, однако текст по большей части выглядел дружелюбно и даже почти не канцелярити. Блять, я не выговорю это слово, но вы поняли. Больше похоже на приглашение потусить, чем на судебный иск или федеральный розыск. Так что стоит выдохнуть и постараться не паниковать раньше времени. В любом случае, я решил поехать. Прежде всего, чтобы продать внезапно приобретенную недвижимость, дополнительная копеечка лишней не будет. Да и поместье звучит дорого. Прям выигрыш в лотерею, купон на которую я не приобретал. Вот только незадача, купить билет на остров через интернет не получилось. Я вообще не смог найти упоминание Кельрариума в сети. Чертовщина какая-то. В документах есть печати, водные знаки, водяные знаки. И вообще выглядит все вполне достоверно. Конечно, вряд ли так уж сложно организовать подобный розыгрыш. Вот только кому это могло понадобиться? Все же я решил проверить наверняка и обратился в паромную компанию напрямую. Как оказалось, остров действительно существует, но билеты никто мне не продаст. Закрытая резервация, куда можно попасть только по визе и личному приглашению. Стало понятно, для чего нужна вторая часть письма. Раздался гул, ознаменовавший прибытие. Наверное, насмотревшись блокбастеров про антиутопии или проводя параллели с Северной Кореей, я ожидал увидеть запустение и упадок. А как иначе должно выглядеть закрытое поселение? Отнюдь. Сойдя с трапа теплохода, я оказался в светлом, приветливом месте. Ребят, подождите, пока мы немножко отойдем от игры, я хочу кое-что сказать. Вы знаете, несмотря на то, что я вот такую игру вообще впервые играю, очень интересно на самом деле. Во-первых, давайте посмотрим на то, как сделаны картинки, да? Ребята явно старались, очень красочно, очень красиво, посмотрите, как будто мультик какой-то. На самом деле, я вот любитель почитать книги, если так слушать вот эти вот чайки, какие-то там волны, приятные приливы и так далее, читать очень классно. Такое ощущение, что просто такое 3D книжечка какая-то. Мне пока очень нравится.
Так, на момент прибытия солнце уже было в зените, погода была теплой, но не слишком жаркой. А если и начинало припекать, то морской бриз тут же остужал разгоряченную кожу. Порт представлял из себя что-то среднее между бетонной современностью и древесными причалами из фильмов про пиратов. Над головой горланили чайки, а где-то вдали волны яростно бились о скалистые ложа. Туда-сюда сновали силуэты, занятые своими делами, и не обращали на меня внимания. И я, в свою очередь, не обращал внимания на них. Поплёлся в сторону жилой застройки, при этом чувствуя себя не в своей тарелке. Что-то странное было здесь в погоде, в причале, в этих фигурах, что-то сюрреалистичное. Подсознание замечало это краем зрения, а я же настойчиво игнорировал погруженный в свои мысли и разглядывающий местную архитектуру. На прохожих кидать даже беглого взгляда не было желания. Ну а зачем встретить знакомое лицо в чужой стране, маловероятно. Да и натура интроверта всеми силами старалась избежать того неловкого момента, когда пересекаешься взглядом с незнакомцем. Смотрите, как здорово сделали, красиво. Домики также были выполнены в стиле прошедших веков. Большая часть из них напоминала хижины из старославянских былин, но при этом не складывалось впечатление, что попал в глухую деревню. Наравне с соломенными крышами и резиновыми лавочками здесь встречались высокие металлические заборы и спутниковые тарелки. Над заборами высились раскидные кустарники, а окна в халупах были пластиковые. Довольно интересный антураж. Естественность природы, комфорт мегаполиса в одном месте. Подождите, это же очень похоже на эту, как ее, блин, из Зверополиса. Как ее зовут-то? Которая полиция-то там. Так я брел некоторое время, пока не понял, что знать не знаю, куда идти. Название улицы я не посмотрел. И где искать завещанное поместье? Где расположена администрация города, приглашение от которой было рядом с завещанием. С пристани городок показался совсем крохотным, но все равно, куда идти было решительно непонятно. В таких случаях я обычно пользуюсь Google или Яндекс с картами. Однако на тех самых картах вместо острова стояло просто мутное пятно. Так обычно замазывают военный объект или другие структуры, информация которых считается секретной или, по крайней мере, не публичной. Первый раз вижу, чтобы такими пятнами была целая страна. Я решил спросить дорогу, подошел к ближайшей торговой лавке под открытым небом. Еще один анахронизм прошлого. Магазинчик с клетками, охотничьими принадлежностями и копировкой для рыбалки. Посмотрите, как здорово сделано, да? Это что такое? Мне нравится. Что это такое? Прорисовка похожа на маленькое такое, как книжечка из аниме. Магазинчик так с клетками-то я прочитала. Казимир, здравствуйте. Нерешительно начал я и поднял взгляд. Какого черта? Так, спокойно. Просто костюм для создания подходящего настроения. Наверняка. Типа охота, волк, все такое. Извините. Да-да. Чем могу помочь? Обратила на меня внимание продавщица и зарумянилась. Может быть, ей самой неловко находиться в таком костюме, вот и раскраснелась. Другого объяснения такой реакции я найти не смог. Так, стоп, зарумянилась? Костюм не может румяниться. Что-то мне становится дурно. Вам что-нибудь подсказать? Все так же с трудом выдавливала она из себя слова. Да, подскажи мне, куда здесь помягче упасть в обморок? Я не в силах что-либо ответить, просто таращился на нее. Мысли стали затормаживаться, а взгляд поплыл. Кажется, я и
Правда, теряю сознание. Ой, вам нехорошо? Может, водички? Волчица засуетилась, начала метаться по лавке, ненароком сшибая с места товары. Затем умчалась куда-то в сторону. Я уже воспользовался этим перерывом, чтобы как следует отдышаться. Спокойно. Всему есть рациональное объяснение. Просто дыши. Глубокие, медленные вдохи, размеренные вдох, выдох. Сердцебиение начало нормализоваться, ясность мыслей и взгляда восстанавливаться. И вот, минутно спустя, приступ паники сошел на нет, и торопливо приближающую обратно зверушку я встретил уже спокойнее. В трясущихся руках она протянула мне стакан и, по всей видимости, с водой. Стекло покрылось конденсатом и свидетельствовало о низкой температуре жидкости. «Вот, пожалуйста, возьмите». Выдавила слова девушка и даже зажмурилась от смущения. Я сглотнул. Во рту на самом деле пересохло, и отказываться не хотелось. «Да, спасибо тебе, вам большое». Два заики, блин, встретились. Три, алло, три, я еще, меня покажи, меня покажи. Я тоже. Я вообще читовод. Ладно я. Вне зоны комфорта меня постоянка мотозит. Но она чего так распереживалась? Холодный стакан я ж все-таки взял. Принимая его от волчицы, я почувствовал тепло ее когтистых рук или лап. Значит, правда не костюм. Конечно, если это были перчатки, то могли нагреться от солнца, но тепло было не таким, а исходящим изнутри. Ощущение, которое может быть только при прикосновении к живой плоти. Я сделал несколько глотков. Жажда начала отступать. Давайте сохранимся. Спасибо еще раз. Я вернул ополовиненный стакан обратно. Пожалуйста. Так, чем я могу помочь? Хороший вопрос. До этого момента все, что меня интересовало, это адрес поместья Молотовых. Сейчас же вопросов прибавилось. Во-первых, это на самом деле волчица? Наверное, будет глупо спрашивать что-то подобное. С другой стороны, кто меня тут знает? Я вижу этих людей или первый и последний раз в жизни. Так что не страшно ляпнуть что-то глупое. Во-вторых, ее товары. Помимо охотничьей атрибутики, здесь располагалось еще несколько клеток, часть из которых не были пустыми. В них были в том числе и разношерстные создания, частично похожие на человека. Антропоморфные признаки улавливались невооруженным взглядом. Так что же меня интересует больше всего? Ты сажаешь клетки себе подобных? На тебе ведь не костюм, верно? Где мне найти поместье? А меня все равно интересует, где же поместье. Я все-таки к нему приехала. Не подскажете? Да, то есть нет. Я не знаю, где оно. Это где-то в другом районе. Вот как. Ну, лавка напротив. Ее хозяйка вроде живет недалеко. Понял. Вы извините, что я доставил неудобств. Не стоит. Можешь на ты. Меня. Меня Скарлетт зовут. Выдала она на повышенной тоне, словно рюмку водки опрокинула. И у меня... Very woman. Pretty woman. Скарлетт, значит, да? Мы уже ей песню спели. Приятно. О, нам тоже. Меня зовут Казимир. Подожди, я его неправильно называю. Казимир. А я его Казимир называю. Казимир. Я инстинктивно протянул руку.
Девушка робко пожала ее своей миниатюрной ладошкой с хищными заостренными коготочками. Так. Будем знакомы. Да. Еще увидимся. Махнул я на прощание рукой, поспешил удалиться в сторону лавки напротив. После такого разговора чувствовал я себя измотана. Много же моральных сил, однако, нужно на взаимодействие двух стеснительных личностей. Ребята, 3. Я тут уже вообще в шоке. Вот особенно с этого. Вот этого. Особенно вот этой попки. А вы думали, я не замечу? Я заметила. Ой, коровка. Какая-то, смотрите, симпатяшка сидит. Соседний магазин, как оказался, был посвящен молочной продукции. Сыры, сметана, всякого рода, ряженки и, собственно, само молоко. И всем этим молочным царством заведовала, как это ни странно, корова. Ох ты, елки-палки. Собственно, тут все понятно. Дойки есть, то как бы там, ну, понятно, в общем. Му. Да ладно. Вот и я офигела, я говорю. Высокая пышная женщина с выдающимися формами. Вымя было таких размеров, что ей впору самой выдавать надои. Так я и думала, что она сама их выдает. Ну ладно. Объемная, но не бесформленная талия переходила в широкие бедра. Взглядом я изучал буренку сверху вниз, пока не остановился на копытах. Пожалуй, сомневаться уже бессмысленно. Здесь действительно живут человекоподобные звери. Да, но это не очень-то. Костюм это точно не может быть, само собой. Раздвоенные ухоженные копыта, хоть и были весьма массивными, все же человеческую стопу в них спрятать невозможно. Молочница. Не желаете молочка, добрый господин? Приветливо обратилась ко мне тёлочка, ее лицо сияло добродушной улыбкой. Но тут же сменилось удивлением, и женщина несколько секунд пристально осматривалась мне в лицо. Затем всплеснула вот так вот руками и заискрилась радостью еще пуще. Божечки, ну там вот где-то здесь она кладет, да, примерно. Это же малышка Зимир! Она меня явно запомнила. Неужели это и правда ты? Теперь настало мое время удивляться. Она меня знает. Похож, так и есть. Ох, как давно я тебя не видела, малышка Зимир. Мне стало неловко от такого радушного приветствия, тем более от незнакомой женщины. Да еще эта нелепая приписка к моему имени — малыш. Не могли бы вы не называть меня так? Не думаю, что это уместно. К тому же мне уже далеко не за 20 так-то. Правда? Озадаченно потупилась она, будто по мне этого не видно. Ох, малыш Казимир теперь такой взрослый. Быстро вернула она ласковые нотки. Откуда вы меня знаете? Ты совсем не помнишь? А ведь мы настолько времени провели вместе. Я же все детство с тобой пронянчилась, когда тетя Полина была занята на работе. Ох, ты ведь, наверное, уже в курсе, да? Соболезную. Да. Тетя Полина была доброй, но излишне трудолюбивой, а я по-соседски присматривала за тобой. Тогда, помнится, я еще училась в старшей школе. Ух, и бурное было время, юность. Мечтательно протянула она. В памяти что-то колыхнулось, и я спросил, прежде чем успел обдумать вопрос. Мафуя? Ты узнал меня? Божечки, это так мило. Серьезно? Конечно, это теперь объясняет некоторые странности в вспоминаниях. Однако сложно принять реальность происходящего, да и вообще корова-нянька. А минуты назад у соседней лавки стеснительная волчица. Что это такое?
Как вообще что-то подобное может существовать? Об этом месте никто, суть по всему, не знает. Я вот ни разу не слышала об этом острове, населенном говорящими животными, со своей культурой и бытом. Справедливости ради, я никогда не интересовался ничем подобным, так что откуда мне знать? Видимо, мое замешательство красноречиво отразилось на лице, потому что Мафуй поспешила продолжить разговор ласковым тоном. «Ну что же ты сник, дорогой? Давай я тебя угощу парным молочком». «Не стоит». «Да у меня валюты местной нет». «Ну что ты такое говоришь, малыш Казимир? Я угощаю, не нужно никакой валюты». Все так же ласково посмеялась Буренка. «Даже не знаю. Принять угощение, много людей знает об босс, спросить о поместье Молотов. Давай хлебнем молочка. Пожалуй, от молока сейчас действительно не отказался бы. Хотя пару минут назад доводилось пить полстакана воды, и все же теплая погода давала о себе знать, и в горле снова пересохло. Но если угощаешь... Конечно, конечно, родную! Женщина уверенным движением стала подготавливать все необходимое, потерла стакан, протерла, наполнила, вручила мне в руки и начала выжидающе смотреть. Немного неловко пить под таким пристальным взглядом, но я все же решился, сделал глоток. Жидкость мягко скользнула по горлу, освежая и в то же время наполняя тело приятным теплом. Температура у напитка казалась идеально подходящей под ситуацию. Не слишком прохладно, чего не ломило зубы, и не слишком теплый, позволяя утолить жажду. Мафуи продолжала с интересом наблюдать за процессом, а я едва совершил последний глоток, как в это же мгновение выпалило. «Ну как?» Я прислушался к своим ощущениям. Не то, чтобы я был любителем молочных продуктов, но 400-граммовый стакан опрокинул в себя довольно быстро. Помимо освежающих свойств, напиток оставил после себя легкий сладковатый привкус, словно в молоке была добавлена ложка меда или шоколада. Весьма недурно. Весьма недурно. Спасибо. Правда? Она прям вся засияла. Так и не подумай, что такую взрослую женщину можно увидеть в настолько наивно радостном настроении. Да еще и доведенном до него простыми словами благодарности. А что еще вообще в жизни нужно, да? Как сказать спасибо? Не за что. Пожалуйста. Самые приятные слова в жизни вообще-то. Так радуешься, будто это молоко себя надоело. Ей-богу. Усмехнулся я себе под нос, но, судя по ней, по-моему, и она себя и надоела. Однако буренка на этих словах зарумянилась и смущенно отвела взгляд. Чего? Я было хотел поперхнуться, но в действительности не почувствовал смущения или разочарования. Напиток был в самом деле приятным на вкус, нежно-сладковатое послевкусие по-прежнему оставалось на языке. К тому же... Я кинул взглядом собеседницу, привлекательная фигуристая женщина. При каждом, даже самом мягком движении ее объемные и в то же время достаточно упругие таланты соблазнительно колыхались. И такой вид не мог оттолкнуть, а даже наоборот побуждал попросить добавки. Тем не менее, растерявшись от неожиданности открытия по поводу источника молока, я стоял как истукан и не знал, что сказать. От осознания, что Мафуй напоила меня своим молочком, я чувствовал, как кончики ушей пылают, выдавая мое смущение. И пока вслед за ушами не зардело все лицо, я постарался сменить тему. Хотя где-то в глубине сознания основательно укоренилась мысль обязательно повторить только что пережитый опыт, попросить добавки. Не подскажешь, где находится недвижимость Молотовых? Ты о фамильном поместье тети Полины, да? Я знаю, где оно. Как раз рядышком живу. Как мне до него добраться? Милый, не беспокойся об этом, я тебя сейчас провожу. Эмма, фу, не стоит, наверное. Ну что ты, мне совсем не сложно.
Я все равно уже закрываю лавку, и мне с тобой по пути. Говорю же, рядышком живу. Ну тогда спасибо. Ну, погнали. Не прошло 5 минут, как все холодильники были накрыты плотным темным тканями, витрины муляжи убранные в сундуки и ящики. И все это содержимое скрывалось за хлипкими деревянными дверцами, которые Буренка не удосуживалась даже на замок закрыть. Похоже, мне повезло попасть не только в природный фурий рай, но еще и в страну с развитой гражданской ответственностью, где вполне можно оставить дверь открытой и не беспокоить, что тебя обворуют. Такой вывод напрашивался сам собой, так как происходящее не было похоже на расторопность Мафую. Она действительно плавно, размеренно и вдумчиво, точно зная последовательность своих действий. Когда ритуал закрытия лавки был завершен, женщина взяла меня под руку, если так можно сказать. Не то чтобы, конечно... Ой, смотрите, пасхалочки, мне нравится. Вторая пасхалочка, здесь, смотрите, Нюша! Мафую мягко, но весьма настойчиво прижала меня к себе и повела в сторону перекрестка. Мои щеки, уши тут же запылали. Наверняка сейчас я был похож на помидор или раскаленный в кузнице кусок металла. Если ее странные фразы, ласковые прозвища еще можно было стерпеть, мы танцуем, то вот это явно перебор. Сама молочница тем временем выглядела беспечно и жизнерадостно. Данное положение ее нисколько не смущало. Изучая заботу, добродушно улыбаясь, она поддерживала непринужденную беседу. И я и не надеялась, что ты когда-нибудь вернешься в наши края. Сколько лет прошло? 10? Нет, 15? 21, если быть точным. Правда? Ох, как быстро время летит. А ведь ты тогда был таким малюсеньким, ей-богу, даже ниже меня. Я и сейчас ниже тебя. К тому же мне тогда было 5 лет, каким еще я мог быть? А ему удобно. И правда, хотя тут смотря какого ты вида. Вот будь ты ламией, вылупился бы сразу не меньше метра длиной, и обогнать тебя у меня изначально не было бы шанса. Заливисто посмеялась Мафую, может, и я усмехнулся бы в ответ, если знал, кто такие ламии. А чем ты сейчас занимаешься, дорогой? Работаешь где или учишься? Работаю, да. Менеджмент, там, технологии. Я пытался выдумать что-нибудь престижное, но ложь явно вышла неуклюже, и я закончил свою выдумку невнятным бормотанием. Хочу сквозь землю провалиться. Однако Мафуи, вопреки моим опасениям, похоже, купилась. На самом деле? Встревоженно протянула она. Совсем взрослый, к тому же такой умный. Я так рада за тебя, малыш. Вроде успех. Смог ввести в заблуждение женщину десяток лет старше меня. В действительности было совестно. Зачем вообще понадобилось врать? Я молча плелся, ведомый Мафую, старался не поднимать на нее взгляда. Благо, она долго не тормозила по одной теме, и речь быстро утекла в другое русло. А ты долго к нам в гости? А ты надолго к нам в гости? Не то, чтобы... Вообще, я планировал продать поместье, сразу отчалить. Наверное, не стоит так подробно уведомлять о своих планах первой встречи, но с другой стороны, она была знакома с моей тетей. А еще знает это место гораздо лучше меня, так что знакомство с ней может быть мне полезно. Ненадолго? Как жаль. На лице женщины отразилась поистине вселенская грусть. Посмотрим. Поспешил я исправить положение, при этом заикаясь на манер скромняшки-волчицы. Правда говоря, дурному быстро учишься. Слушай, Мафуя... Буренка вдруг хихикнула. Родной, мое имя не склоняется. Мафую, только так, никак иначе. По-добранному поправила она. А несколько минут позже мы остановились у двухэтажного коттеджа за высоким забором из железных прутьев. Вот такое у нас поместье. Мы на месте. И мы с вами на этом заканчиваем первую вступительную часть этой игры.
Я не знаю, насколько она длинная, ну, так как демо-версия, я предполагаю, что не очень. Где-то примерно 2-3 серии, я так думаю. Вот, поэтому, как вам эта игра? Пожалуйста, напишите в комментариях. Нравятся ли вам в целом вообще такие игры? Тоже напишите об этом в комментарии. Может, вы бы хотели что-то подобное видеть на моем канале чаще? Я для вас буду обязательно записывать. Вот. Всех очень люблю. Всем хорошего дня и всем пока. Пока-пока. Не знаю, там видно сердечко? Ту-ту-ту. Еще один анахронизм. Еще один блядь, это слишком сложные слова. Еще один анахронизм. Анахронизм. Я не могу выговаривать сложные слова. И у меня very woman, pretty woman. И там тоже была Скарлетт. Такая... Pretty woman. Это тоже Pretty woman. Рар. Рар. Смотрите, какие у меня тоже такие. Рар. Не канцелярити. Не канцелярит. Не канцелярит. Блять, я не выговорю это слово. Но вы поняли. Закрытая резиденция. Блядство. Закрытая резиденция. Блять.